Друзья мои, я вас всех приветствую. Вы на канале Твой Мир. Меня зовут Наталья. Кто еще не знает, милые мои, я вам выражаю огромную благодарность за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии, за теплые слова, за всю ту любовь и тепло, которое дарите вы мне. Я вам желаю в 1000 раз больше любви, добра, изобилия и света. Дорогие, давайте сегодня посмотрим с вами расклад Таро-прогноз для знака зодиака Телец на предстоящую неделю. Тельцы, дорогие, настройтесь, а мы будем начинать. Так, тельцы, давайте посмотрим, какая неделя у вас пройдет в общих энергиях. Какие энергии недели? Энергии недели для вас проходят под грифом справедливости. То есть здесь вы на протяжении всей недели вы будете понимать, что происходят какие-то такие события, которые... знаете, если вы где-то поступали честно, да, вам воздается. Здесь у кого-то может быть и возврат долга. Здесь у кого-то может быть какое-то оформление бумаг. Здесь очень много. У кого-то может быть завязаны какие-то государственные органы. То есть под грифом справедливости, все, что связано с справедливостью, в таких энергиях проходит ваша неделя предстоящая, дорогие тельцы. Давайте посмотрим в понедельник, что вас ожидает. В понедельник вы будете строить планы на будущее, да, вы будете даже уже какие-то, скажем так, не то что шажочки предпринимать, а будете упорно думать о том, как делать, что делать. Где-то у вас будет какая-то борьба, где-то вы что-то будете доказывать. Но здесь такой момент, что это все еще в мыслях, да, возможно, в мыслях как бы идет такая борьба между самим собой, стоит, не стоит, браться, не браться. И здесь как бы такой поток мыслей вас унесет очень далеко и надолго. Ваши перспективные какие-то решения, здесь вы будете этот момент очень прокручивать в понедельник. И здесь как-то... Возможно, даже, знаете, как услышите какую-то информацию и будете ее активно, скажем так, прорабатывать, строить какие-то дальнейшие действия уже конкретно с той информацией, которой вы обладаете. Во вторник для многих тельцов здесь проигрывается, во-первых, денежный материальный аспект, да, что вы можете получить деньги, может быть, кто-то получит даже очень много денег, у кого-то какие-то приходы, то есть как бы финансы здесь крутятся во вторник вокруг вас, либо здесь какой-то такой вопрос о вхождении вас в какой-то определенный круг людей. Здесь тоже такое может быть кого-то, знаете, как позовут в какую-то закрытую группу, в какой-то закрытый чат секретный. Ну, то есть здесь, понимаете, такая информация о том, что вы войдете в число людей, которые имеют определенный статус. И здесь для вас вот вторник разыгрывается именно такими моментами. Здесь во вторник для многих окажет кто-то поддержку из родственников, да, из старшего поколения. Здесь тоже такое может быть, то есть как бы там родители могут помочь деньгами, или бабушки, дедушки, или какие-то семейные деньги. Здесь вот такой вот момент во вторник идет для вас, дорогие тельцы. Давайте посмотрим, что у вас в среду ожидает. В среду, вы знаете, как будто вы будете бороться над решением какого-то вопроса. Кто-то будет бороться за свои чувства, то есть какие-то воспоминания из прошлого о том, что там что-то было лучше, чем сегодня, да, и вот эта вот борьба, она вам будет как бы не давать покоя. Здесь, понимаете, вас это может спровоцировать на некий конфликт, с кем-то повздорить, с кем-то поспорить, но здесь карты рекомендуют вам лучше от этого отказаться, да, как бы не портите то, что у вас есть на сегодня, потому что, возвращаясь вот в эти свои энергии какого-то прошлого, где было какое-то недовольство, вы можете разрушить уже существующие какие-то ваши позиции, да, что-то наработанное, что-то устоявшееся. И здесь как бы в рекомендациях вам лучше как бы спокойно пережить этот день. Вот такие рекомендации на среду. Давайте посмотрим, что вас ожидает в четверг. Четверг для многих, знаете, какой-то такой день будет насыщенный именно эмоционально. Именно эмоционально вы будете чувствовать эмоциональный подъем, но при всем том, знаете, как здесь вот как будто отношения вас очень сильно вдохновят в четверг, да, и здесь как будто у кого-то может быть какой-то новый роман завяжется, либо
возобновление чувств, но именно такой вот, как будто ваше желание какое-то, которое вы уже задумывали, и это желание связано как-то с вашим прошлым состоянием, в котором вы там делали какой-то выбор, или выбор был сделан в отношении вас, здесь как-то вас вот это очень... то, что вы очень долго ждали, да, решится какой-то вопрос, который вы очень долго ждали, именно в отношениях, да, в сфере отношений и любви. И здесь вам это очень сильно поднимет настроение в четверг. Давайте посмотрим, как для вас пройдет пятница. В пятницу у вас какая-то встреча, либо какой-то разговор, но здесь как-то даже неприятный, скорее всего, разговор будет с королем жезлов. Да? Кто такой король жезлов для вас? Это человек, который поменял вашу судьбу, который для вас является неким таким учителем. И вот этот разговор для вас будет неприятен в пятницу. То есть, как бы вы будете говорить о каком-то выборе пути, будете вспоминать какие-то прошлые свои разочарования, будете выяснять разногласия. Короче, здесь идет такой какой-то спорный вопрос. Вы будете, ну, скажем так, не в настрое, но вам придется этот разговор все-таки с этим человеком пройти. Давайте, и здесь смотрите, вы же помните, да, о том, что все по справедливости. То есть так должно быть, вы так должны, ну, так должен пройти этот день. Так, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. В субботу у вас ожидается выбор какого-то пути, да, выбор какого-то, возможно, действия. То есть здесь, смотрите, для многих обыграется так, что в разговоре с вот этим королем жезлов, который для вас не очень-то приятным был, да, вы как бы после этого разговора все-таки решите идти в какое-то новое начало, вы начнете как бы движение вперед, возможно, от чего-то вы откажетесь, да, закроете глаза, да, там на свое прошлое, и уже как бы вы будете мыслями далеко в будущем. И здесь вас ожидает поддержка. Вот для кого-то, знаете, у меня такой момент, что есть новые отношения какие-то, да, либо, ну, не такие давние. И вот все-таки поддержка будет именно от этих новых отношений в плане ваших перемен в будущее. И вот здесь в субботу, да, в субботу вот этот день у вас проиграется именно в моменте вот этого выбора пути и поддержки. То есть здесь вы даже, может, может куда-то просто уедете на выходные. Воскресенье для вас. Воскресенье для вас ситуация идет, как будто вы, знаете, бездействуете. Здесь, возможно, даже, ну, здесь даже не столько отдых идет, сколько невозможность вашего действия. И эта невозможность действия в воскресенье, она связана только с тем, что вы, знаете как, вы еще всего не знаете, скажем так. Есть какая-то тайна от вас, либо у вас недостаток информации для того, чтобы двигаться дальше. И вот здесь в воскресенье для вас как бы надо довериться судьбе и просто этот день прожить, ну, грубо говоря, вот как идет, так идет, потому что все дано вам по умеренности в этот день, вам дано для того, чтобы вы где-то, знаете, даже доверились Вселенной, да, даже где-то задумались над своими какими-то поступками. То есть это у вас такой день для обдумывания и для каких-то, для глубокого проникновения в себя. То есть вам здесь надо побыть день с самим собой. Что вам выходит на совет на эту неделю? На совет вам выходит карта пятерки жезлов. Эта карта говорит о том, что не упускай своих возможностей, борись за то, что происходит в твоей жизни, да. Здесь такой момент, как будто вы боретесь с чем-то тайным, с тем, что вы то ли пытаетесь выяснить какую-то правду, то ли пытаетесь там, я не знаю, что-то восстановить, какую-то справедливость, да, пытаетесь за какой-то путь побороться. И вот здесь у вас, да, вот этот момент, что вам все-таки надо проходить эту борьбу, потому что ваше желание исполнится только в тот момент, когда вы пройдете достойно вот эту борьбу и не будете упускать своих возможностей, потому что здесь в тот момент, когда вы будете упускать возможности, от вас может уйти очень многое, понимаете? Здесь такой момент, что вы можете и в карьере провиснуть, да, и вот здесь вам говорится о том, что долго не ты можешь выбирать из предложенных вариантов, но на какой-то момент тебе нужно остановиться. Вот мы не зря видели, что в субботу идет эта карта восьмерки мечей, да, которая говорит о том, что на какой-то момент надо просто задуматься, остановиться
и подумать вообще, куда идти и что делать на этой неделе. Вот такой расклад. А давайте еще посмотрим с вами, что вас ожидает в личных отношениях на этой неделе, дорогие тельцы. Личные отношения на предстоящую неделю. В личных отношениях у вас будет какой-то момент разочарования. Вы почему-то будете недовольны, хотя здесь, знаете, такой момент, сейчас расскажу, что у вас есть какое-то разочарование, да, у многих здесь девочки разочарованы по поводу короля Пентаклей, а возможно и вы являетесь, если вы мужчина, вот этим королем Пентаклей, и почему-то у вас в отношениях, знаете, как идет? Идет депрессия, идет какое-то подавленное состояние, и вы думаете, что уже все безвозвратно утеряно, нельзя ничего поменять, но здесь очень велика вероятность того, что вы можете восстановить свои отношения, потому что мы видим по 5 кубков, 2 кубка все-таки у нас еще стоит, они не перевернуты. И здесь, знаете как, либо вам в помощь вот это увеселительное мероприятие, может куда-то сходить, куда-то отвлечься, либо здесь такой момент, что из-за этих гулянок каких-то, да, именно при такого легкого времяпровождения, здесь у вас как раз-таки и возникает вот эта апатия и вот это уныние. И здесь, смотрите, если вы женщина, то это, скорее всего, ваш король Пентаклей себе позволяет вот такие увеселительные программы, которые вас печалят, и либо же, если вы король Пентаклей, то ваша дама вот такая вот, она любит погулять, а вас это не впечатляет, вас это как-то злит, разочаровывает. Вот, и это вам не по нраву, скажем так, на предстоящей неделе. Давайте посмотрим сферу работы. В сфере работы у вас идет, знаете, как баланс надо соблюдать, надо... Вот вы не хотите делиться чем-то, да, возможно, опытом, возможно, какими-то своими, я не знаю, там, знаниями, наработками, да, а здесь вам, ну, как бы рекомендация, что вы не то что должны поделиться, понимаете, вы, конечно, вправе сами выбирать, но здесь помните, что все идет по справедливости. И если вы считаете справедливым с кем-то поделиться, да, то вы можете поделиться, потому что вам в дальнейшем это все-таки принесет какой-то свой результат. И здесь, понимаете, вот идет такой момент, что вы либо должны, знаете, как это решение принять быстро, либо на вас все-таки оказывает влияние некая королева мечей. Это человек, который... холодного рассудка, который такой, знаете, рассудительный, который управленец очень хороший. Либо вот с этим человеком вы должны поделиться чем-то, либо этот человек на вас влияет, чтобы вот вы все-таки, как вам сказать, вот были более благоразумны, да, может быть, кого-то там поставили, какого-то стажера, да, чтобы вот вы его там научили чему-то, а вы не хотите делать этого. Но здесь, смотрите, вот такая рекомендация в картах, что за выбор-то за вами, но вы подумайте о будущем, потому что вам в будущем эти как бы семена помощи могут пригодиться, понимаете? Давайте посмотрим, тельцы, что вас порадует на этой неделе. Вас порадует какая-то... Вы наконец, наверное, все-таки, да, сейчас я скажу, что вы наконец все-таки осознаете, что... осознаете и поймете для себя, что ваши отношения, которые были для вас чем-то большим, чем вы сами, да, что это некая зависимость. Вот для вас придет какое-то очень сильное осознание, и вы, кто-то, давайте так, 2 варианта идет информации, я расскажу о 2 вариантах. Для кого-то кто-то узнает, что все-таки, не узнает, а осознает, что отношения, в которых было продолжительное время, да, что это не любовь, давайте так честно, да, а что это зависимость, и что все рушится, значит так должно быть. Для кого-то вот придет такое осознание, и вы здесь увидите возможности выхода на новый уровень. То есть кому-то какая-то тайна откроется, и вы все-таки узнаете вот эти, увидите возможности
как вам выйти дальше, да, как вам выйти из этого порочного круга и увидите свои перспективы на, ну, на ближайшее будущее, да, прекрасные возможности изменить свою жизнь. Кто-то осознает вообще, придет осознание, как зарабатываются деньги. Здесь тоже такой аспект может быть, и вы увидите эти возможности, и для вас будет предложено, знаете, как некое партнерство будет предложено, и вам предложат весь свой опыт туда перенести в это партнерство, да, и вот вы как раз-таки можете выстроить долгосрочную перспективу с этим партнером, вот, который предложит вам свой опыт, скажем так, монетизировать. И вот это для вас может стать очень приятной таким известием на ближайшую неделю. Давайте посмотрим ваши финансы, дорогие тельцы, на предстоящую неделю. В финансах первое, что вы будете довольны тем, что у вас есть. Ну, конечно, мы там видели, кому-то денег привалит, кто-то получит просто вознаграждение, а кому-то просто кто-то даст денежку. Здесь по финансам у вас идет стабильность, у вас идет удовлетворение, вы довольны, вы получаете свои награды, вы получаете свои какие-то лавры, и все вам по заслугам, и вы довольны, и вы счастливы, и вы на коне. Вот это ключевые фразы по финансам для вас на предстоящую неделю. Давайте посмотрим все-таки, а какая неприятность вас может поджидать на этой неделе, дорогие тельцы. Из неприятного у вас может быть, знаете, как возврат в прошлое, да, возврат в какую-то такую апатию, в которой вы видите только то, что как сейчас плохо, как сейчас грустно, но не видите того, что вам предлагается какая-то возможность. И из разочарований, да, не то, что не разочарований, а то, что будет для вас неприятно, это момент какой-то остановки, стагнации, вы просто не будете понимать, что вам делать. То есть как только вы войдете вот в эти энергии некой грусти, хандры, да, вы здесь вот поймаете вот эту остановку, когда вы не будете понимать дальнейших ваших шагов и вашего развития и движения. Но здесь мы видим колесо фортуны. Здесь сказать, что это по судьбе вам такая ситуация, мне идет больше информации о том, что вы можете упустить какой-то шанс. Вы можете упустить какой-то шанс нового начинания и выхода на более усовершенствованный, на более, скажем так, изобильный уровень, да, изобильный во всех смыслах этого слова. И вы вот здесь из-за этой депрессии можете потерять вот эту вот возможность выйти на этот уровень, потому что колесо фортуны, оно все-таки может крутануться по-разному. Поэтому здесь для вас вот как бы идет не то, что как советом, а как рекомендация. Здесь очень надо прислушаться к интуиции, дабы вот грань вот эту, как только понимаете, что начинается хандра, депрессия, все, убирайте от себя эти мысли. Давайте посмотрим, на что вам обратить внимание на этой неделе. Видите, сказала про интуицию, вытащила карту Верховной Жрицы. Здесь вам обратить внимание на этой неделе. Много моментов, сейчас скажу. Здесь есть такой момент, что первое, обратить внимание на свой внутренний голос, что он вам говорит, что он вам советует. Здесь обратить внимание на знания, на тайны, на какие-то обманы, на какие-то интриги, на то, что скрыто. И понимаете, здесь такой момент, что ситуация, которая висит у вас очень долго, да, цикличность какая-то, которая не имеет развития, а по кругу возвращается туда-сюда, обратно. Вот здесь карта Верховной Жрицы говорит о том, что там хранится какая-то тайна, там есть какой-то выбор. То есть, понимаете, выбор может быть ваш, а может быть в отношении вас выбор, понимаете? И здесь карта Императора, то есть эта карта говорит о том, что это все-таки человек, который требует влияния, который требует подчинения, который требует себе уважения. И, скажем так, ну, он вообще как бы такой достигатор по жизни. Возможно, у вас какая-то взаимосвязь с этим человеком. И здесь есть такой момент, что этот человек, возможно, на вас сделал какую-то магию, либо он хочет сделать так, чтобы вы были под полным его влиянием. И вот здесь обратите внимание на эти подсказки, что эта тайна для вас откроется все-таки на этой неделе.
Вот такой расклад у меня получился для тельцов. Тельцы, дорогие, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, будет очень много интересных видео. А я вас обнимаю, желаю вам всего светлого, доброго, позитивного, прекрасного. Я желаю, чтобы каждый вопрос, который висел в воздухе, нашел свое решение, чтобы вы обрели счастье, обрели гармонию, спокойствие и уют. Я вам желаю, берегите себя, берегите своих близких и будьте счастливы. Обнимаю. До новых видео. Ваша Наталья.